Здравствуйте, меня зовут Мария Фараонова, и мы с вами начинаем изготовление вот такой прихватки с изображением коровки. Весь мастер-класс я разделила условно на 3 части. В первой части мы с вами нарисуем вот эту коровку красками по ткани. Во второй части мы вышьем цветочки вот здесь. И в третьей части уже мы непосредственно сошьем саму прихваточку. Итак, начнем. Что нам понадобится? У вас есть примерно вот такой лист с шаблоном. Для изготовления одной прихватки вам понадобится 2 таких листа. То есть можете распечатать сразу 2. А если вы шьете 2 прихватки? То распечатайте 3 листа. Один лист мы разрежем на детали, а 2 остальных нам понадобится для непосредственно шитья. Мы будем шить по бумаге. Итак, сейчас нам нужен пока что один только листик. Возьмите его, распечатайте и вырежьте. Сейчас пока на данном этапе нам нужна вот эта центральная деталь с рисунком. Я ее уже вырезала. Вот она у меня. Подготовьте ткань для центральной части. Ткань желательно должна быть светлая. У меня это двунитка. В данном случае двунитка очень хорошо подходит, потому что она не белая, а такого кремового немножко оттенка. И коровка очень хорошо смотрится на ней. Вот видите? Ну, в принципе, на белом тоже будет смотреться неплохо, если у вас чисто белая ткань, например. Я взяла, вырезала квадрат ткани размером 20 на 20. Этого вполне достаточно. Беру вот эту деталь вырезанную, примерно в середине, размещаю ее и обводим. Я пользуюсь ручкой, которая исчезает от горячего. Вы пользуетесь тем, что у вас есть. Маркер по ткани. Обвожу контуры. Перевела контуры. И смотрите, прежде чем переводить рисунок на ткань, я сделаю вот что. Я возьму иголку с ниточкой, какой-нибудь контрастной, и этот контур прошью. После того, как я нарисую буренку на ткани, мне для закрепления рисунка потребуется его прогладить утюгом. И когда я это сделаю, контур исчезнет, потому что он нанесен ручкой, которая исчезает от горячего утюга. А мне хотелось бы, чтобы он остался. Этот контур нам пригодится впоследствии, когда мы будем сшивать детали. Это нам облегчит последующее сшивание. Итак, после того, как я перенесла контур, нужно перенести линии схемы на ткань, перерисовать рисунок. Я буду делать так. Возьму скотч бумажный, возьму схему и приклею ее на стекло, на окно. Потом сверху положу ткань, совместив контуры, они будут хорошо видны на просвет. Ткань тоже прикреплю бумажным скотчем и потом ручкой перерисую все линии. Готово. Рисунок мы перенесли. Теперь берем пяльцы. Диаметр пялец 16 сантиметров. И заправляем ткань в пяльцы. Нужно, чтобы рисунок полностью помещался внутри кольца пялец. И давайте начнем рисовать. Нам понадобится, конечно же, краски по ткани. Я использую вот такие вот акриловые краски по ткани фирмы Декола, производитель Невская палитра. Цвета красок: зеленая, красная, черная, белая и бирюзовая или голубая.
Немножко про краски скажу, пару слов. Краски используются именно по ткани, так они называются. Либо они еще называются текстильные. Любого производителя, какой вы возьмете, не имеет значения. Главное, чтобы это были краски именно по ткани, а не по шелку и не для батика. Художественные краски акриловые также не подойдут. Далее, кисточки. Я взяла вот такие вот кисточки. У меня кисточка номер 6, плоская. Ей очень удобно рисовать. Ну, если у вас нет плоской, можно и обычную. Кисточка номер 2 и тонкая кисточка номер 1. Она нам понадобится для прорисовки тонких деталей. Вместо палитры я буду использовать вот такую пластиковую тарелочку. Еще нужны будут салфетки бумажные, или бумажные полотенца, или просто какая-нибудь тряпочка. И баночка с водой. Все, можно приступать. Давайте мы сделаем вот как. Что-нибудь положим на стол под пяльцы. Ну, на всякий случай. Для того, чтобы случайно мы не закапали и не испортили стол. Первым делом мы возьмем белую краску. И давайте ее выложим на палитру. Я беру кисточку номер 6. Буду работать сначала этой кисточкой. Краску обязательно как следует закрывайте, чтобы она не сохла. И начинаем. Сейчас белой краской прокроем сначала всю мордочку. Вот так вот. Воду не добавляем в краску. Кисточку тоже не смачиваем. Удобно очень работать вот этой плоской кисточкой. То есть ближе к краям я ее ребром держу. А там, где мне нужно площади побольше прокрыть, то я там вот так вот плашмя рисую. Не переживайте, если вы где-то случайно белой краской залезли немножко за края. Это не страшно, потому что мы потом их перекроем. Краску кладите ровным слоем. Видите, краска белая очень хорошо выделяется на фоне вот этой двунитки. Бежевый такой немножко. Но если у вас белая ткань, чисто белая, то, ну, я думаю, что в принципе тоже будет нормально, потому что у нас же будет еще контур. Мы в конце нарисуем контур, который будет отделять нашу коровку от фона. Но если все-таки вам не нравится такой вариант, то можете сделать, знаете как? Можно в белую краску добавить чуть-чуть коричневого, прям совсем капельку. Цвет будет такой бежевый. И коровку нарисовать бежевым цветом, чтобы она отличалась от фона. Если у вас есть коричневая краска. Может быть, у вас телесная краска есть. Тогда ее тоже можно смешать с белым цветом. А если у вас нет коричневого цвета, я вам расскажу чуть попозже, как его сделать из тех обычных цветов базовых, которые есть в каждом наборе. Так, прокрываем все, за исключением там, где у нас волосы, где у нас пятнышки.
Вот эту часть между глазками тоже. Вот здесь около глаз, вот эта первая линия, это у нас тень будет. Мы ее пока сейчас закроем. Работайте той кисточкой, которая вам удобна. Если вы видите, что кисть слишком толстая, то возьмите кисть потоньше. Теперь я поменяю кисточку. Эту кисточку я, смотрите, вот так вытру о салфетку и положу пока в воду, чтобы она не засохла. И возьму кисть номер 2. И той же самой краской, белой, я прорисую белки глаз. И вот здесь еще у нас в глазах есть такой овальный блик. Его я тоже сразу нарисую. И еще ушки. Верхняя часть ушек. Так, краска у меня закончилась на палитре. Сейчас я еще добавлю. Я сразу побольше выкладываю, потому что она нам в дальнейшем тоже понадобится. Так, излишки краски можно снять, чтобы нам не мешало. Так, отлично, все, мы белым цветом прокрыли. Следующий шаг мы сделаем вот эту вот мордочку, подбородок. Вот здесь еще мы его пока не трогаем. Сделаем чуть попозже. Кисточку я опять же вытерла салфетку и пока что положу в воду. Возьму-ка кисточку номер 6. Ее я вытащила из воды, тоже протерла. И беру красную краску. Белая у нас здесь уже есть на палитре. Нам нужно сделать краску розовую. Возьмем красный, не очень много. И давайте, не забывайте, что краски нужно обязательно закрывать. И давайте мы смешивать начнем. Немножко, прям совсем чуть-чуть в белый цвет вмешиваем красный. Большая часть здесь белого, а красного прям совсем немножко. И смешиваем до того оттенка, который нам нравится. Ну вот, вы знаете, мне кажется, что надо еще белого цвета добавить, потому что нам понадобится здесь довольно много краски. Здесь большое пространство, еще ушки. И если мы будем смешивать краску 2 раза, мы можем не попасть в тон. Поэтому я сейчас добавлю на палитру еще белой краски. Обязательно очищаю кисточку, промываю кисточку, чтобы в банку с краской грязной кисточкой не лезть. Я промываю, потом еще вытираю салфетку. И только потом набираю белую краску. Если хотите красную краску, можете всю использовать, какая у вас здесь есть. Но смотрите, не переборщите. Тут самое главное, чтобы был нужный вам цвет. А вот белый немножко оставьте. Она нам еще пригодится. Ну, давайте.
полностью всю мордочку закрываем, за исключением ноздрей. Ноздри я обойду. И такой розовый цвет у нас еще есть на ушках. Мы их сейчас тоже нарисуем. Теперь кисточку я поменяю, вытираю и кладу в воду. Возьму кисть номер 2. Пока у нас краска еще не просохла, давайте возьмем белую. Вот здесь вот так вот нарисуем белый прям сверху. Там, где у нас ноздри, сверху. Белую. И мы ее немножко растушуем. Она смешается у нас с розовой. И растушевывается. Здесь. Вот так вот. И вот здесь тоже. Здесь у нас более светлая часть. Мы тоже белой краской сейчас нарисуем. И чтобы лучше растушевывалось, можете даже взять немного воды. Смочите кисточку. И вот так вот с помощью воды растушуйте белую краску. С водой всегда будьте очень-очень осторожны. В эту краску воду добавлять не нужно. Иногда, может быть, чтобы лучше ложилась, то можно добавить немножко, либо она слишком густая стала, можно немножко добавить воды, но всегда будьте очень-очень осторожны, чтобы краска у вас не растеклась. Здесь я кладу воду, потому что это у нас не рядом с краями, во-первых. Поэтому я знаю, что она не потечет. И потом я очень мало беру воды. Это мы сделали. И теперь возьмем черную красочку. И давайте тоже ее на палитру добавим. Удобно добавлять вот этой вот большой кисточкой плоской. Вот здесь вот рядом с первыми двумя красками я положу черную. А рисовать буду кисточкой номер 2. Теперь возьмите эту черную краску и смешайте ее с розовой. Чуть-чуть. Нужно прям краски чуть-чуть. Чтобы получился такой красивый серый цвет. И вот этим серым цветом мы сейчас давайте закрасим ноздри. Тем же серым цветом, таким же довольно темным, мы давайте вот эту линию вокруг ноздри нарисуем. Вот так вот. Здесь то же самое. И нарисуем ротик. Теперь сделаем чуть-чуть посветлее серый цвет. Можно туда белого добавить. И сейчас нарисуем теневую часть. Вот здесь у нас вдоль края идет теневая часть.
Просто вот такой полоской давайте нарисуем ее. Растушевывать не будем. Так, и на ушках. Тоже нам нужно сделать тень на ушках. Вот так. Верхняя часть. И по контуру. Если видите, что краска у вас на палитре начинает подсыхать, становится густая, можно чуть-чуть подбавить воды. Ну вот, мы сделали здесь тень, здесь тень. Давайте теперь, смотрите, у нас тут остался немножко черный цвет. Черная краска еще осталась. И давайте мы тогда черное сделаем. Что у нас здесь есть? Зрачки. Это я работаю кисточкой номер 2. Постарайтесь сделать, чтобы у вас зрачки получились одинаковые. Ну, по возможности, конечно. Так, нарисовали зрачки. Теперь давайте сделаем веки. Теперь я поменяю кисть. Возьму кисть потоньше, номер 1, и сделаю контур глаза вот этой тоненькой кисточкой. Реснички. И прорисую бровки. И еще одну сделаю. Сейчас кисточку опять поменяю. Возьму кисть номер 2, чуть потолще. Краски. Вот у меня черная и белая здесь. Если нужно какой-то краски, то добавьте. И сделаем серый цвет. Такой достаточно светлый, не очень темный. И прорисуем тень. Вот здесь около глаза. И с другой стороны тоже. И вдоль контура мордочки. Здесь немножко пошире. Наверху чуть поуже. Подбородок. И на ушках тоже сделаем тень вдоль контура. То есть это не сам контур, это просто тень мы рисуем. Контуры мы сделаем в конце. Нам осталось еще сделать пятнышки коричневым цветом, рожки, волосы и глаза. Ну, давайте вот мы и перейдем к глазам сейчас. Возьмите бирюзовый цвет. Вот у меня из набора бирюзовая краска, ну и либо голубую. Набираем на палитру.
излишки краски лучше снять с кисточки. И сейчас прорисуем глазки. И теперь давайте мы, знаете, что сделаем? Возьмем немножко черной краски и смешаем ее с голубой. Получился такой темно-бирюзовый цвет. И мы вот здесь верхнюю часть глазок прорисуем этим темным цветом. Потому что здесь падает тень на глаза. Ну, с этим все, мы закончили. Теперь переходим к коричневому цвету. А теперь самое интересное. Коричневый цвет. Если у вас есть коричневая краска, то можете воспользоваться ей. У меня она есть. Вот, фирма Decola тоже. Она продается отдельно. Но я не буду сейчас ей пользоваться, а покажу вам, как можно самостоятельно сделать коричневый цвет из двух основных цветов. Красного и зеленого. Потому что коричневый цвет получается смешением этих двух цветов. Набираем на палитру зеленую краску. Кисточку очищаем и промываем, чтобы не лезть в красную краску грязной кисточкой. И теперь красный цвет. Пропорции красного цвета должно быть немного больше. И сейчас начнется волшебство. Смотрите. Коричневый цвет. Оттенок цвета зависит от того, какие пропорции будут у вас зеленой краски и красной краски. Чем больше красный, тем больше такой шоколадный оттенок получается. Наведите себе такой оттенок, который вам понравится. Можете взять какой-нибудь листочек или просто вот даже я на салфетке попробую. Устраивает ли меня такой оттенок? Или еще побольше красного сюда добавить. Ну, давайте, вот такой вот оттенок меня устроит. Ну, давайте мы будем рисовать вот эти пятна. Кисточку я от излишков краски сейчас протру, чтобы они мне не мешали. И будем рисовать, закрашивать темные пятнышки нашей буренки. Я сейчас работаю плоской кистью номер 6. Если вам неудобно, возьмите другую кисть поменьше. То есть этой кистью большой достаточно быстро просто работается. Более тонкой кистью медленнее, но зато более аккуратно можно прорисовать края. Так, это я сделала. Немножко черной краски возьму. Вот здесь по краю проложу тень.
И давайте теперь к рожкам перейдем. А рожки мы будем делать более светлыми. Поэтому я возьму сейчас белую краску и добавлю ее в коричневую. Давайте смешаем. Мне нужен красивый светло-коричневый цвет. Давайте сделаем рожки. Если слишком много краски на кисточке налипло, то убирайте. И тем же цветом нарисуем волосы. Так, сначала мы закрасили полностью. А теперь давайте сделаем вот что. Я возьму кисть номер 2. Возьму темную краску с палитры. У меня она еще осталась. И прорисую вот так вот край. Темно-коричневым цветом. Чуть-чуть растушевываем краску. Тем же цветом темно-коричневым мы на волосах прорисуем отдельные пряди, чтобы у нас получились такие живые волосы. Они у нас сильно видны не будут, кстати, потому что мы еще закроем их вышивкой. Но все-таки чуть-чуть будет видно. Вот. И теперь возьмем белую красочку. И с другой стороны нарисуем блик. То есть здесь светлая часть. Тоже пока краски у нас еще не высохли, они смешиваются друг с другом и хорошо растушевываются. И на волосах мы то же самое сделаем. Давайте поменяем кисточку на самую тонкую единичку и сделаем блики еще дополнительные. Вот здесь вот поставим точечку белым цветом и еще одну точку рядом, чуть поменьше. То есть одна точка чуть побольше, вторая чуть поменьше. И симметрично вот здесь. Теперь нужно сделать контуры. Смешаем белую с черной, но довольно-таки темный оттенок сделайте. И вот этим темным оттенком мы сейчас нарисуем полностью все контуры.
вот этим темно-серым цветом самой тонкой кистью. Сделаем внешний контур мордочки, всей мордочки. Теперь вот этой розовой части тоже контур подведем. Ушки. Рисуйте аккуратно, старайтесь рукой не залезать на рисунок, чтобы его не испортить случайно. И рожки тоже. Теперь внимательно посмотрите на свой рисунок. Не забыли ли вы чего-нибудь? Может быть, где-то что-то надо подправить. Где-то, может быть, что-то несимметрично. Я сейчас хочу вот тут немножко добавить белого. А то я залезла синим. Теперь все. И таким образом мы оставляем наш рисунок на сутки, чтобы он высох как следует. Кисточки обязательно промойте как следует в теплой воде. Ни в коем случае не в горячей, в теплой. Краски проверьте, чтобы были хорошо закрыты. На этом мы заканчиваем этот урок. Дальше я покажу, что делать. Пусть она как следует высохнет, и через сутки мы будем закреплять краску. После того, как мы дали высохнуть рисунку в течение суток, надо его теперь закрепить. Возьмите чистый лист бумаги, рисунок положите лицом на этот лист, изнанкой кверху, и горячим утюгом проглаживаем с изнанки. В течение 3-5 минут проглаживаем. Утюг без пара. Температура утюга соответствует той ткани, на которой вы рисовали. Если это хлопок, соответственно, то ставите на хлопок. После этого рисунок можно будет стирать через 48 часов. Стирать такие вещи рекомендуется при температуре не выше 30 градусов. Это вот такая технология, чтобы рисунок держался очень хорошо, не смывался и был всегда ярким. Прогладили. Теперь можно переходить к следующему этапу, к вышивке.